Привет, друзья! Сегодня у нас на повестке дня новости, которые затронут миллионы домохозяйств в Германии. Бундестаг официально проголосовал за масштабную реформу социальной системы. Эпоха выплат Бюргергельд или так называемых денег для граждан уходит в прошлое. На смену им приходит новая модель, которую правительство назвало «новое базовое обеспечение» или «Grundsicherungsgeld». Масштаб изменений впечатляет. Сегодня эту помощь получают около 5,5 миллионов человек, среди которых сотни тысяч украинцев. Правительство под руководством Фридриха Мерца больше не скрывает цели, правила становятся строже, а главной задачей системы теперь будет активное вовлечение людей в поиск работы. Запуск новой системы намечен на 1 июля 2026 года. Но что именно меняется, кроме названия? Главный акцент сделан на дисциплине. Если раньше Джоб-центр часто проявлял гибкость в отдельных ситуациях, то теперь вводится система поэтапных ограничений. Давайте разберемся на примерах. Если получатель помощи без уважительной причины отказывается от участия в курсах повышения квалификации или программ переквалификации, его выплаты могут быть сокращены на 30% на 3 месяца. Но это только первый уровень. Если игнорируется предложение по трудоустройству или неоднократно пропускаются обязательные встречи в центре занятости, выплаты могут быть временно приостановлены. Более того, в отдельных случаях изменения могут затронуть и компенсацию на оплату жилья и отопления. Государство прямо дает понять, поддержка связана с выполнением определенных условий. Если человек систематически не участвует в предусмотренных программах и не взаимодействует с системой занятости, объем помощи может быть пересмотрен. В 2025-2026 годах базовая ставка для одинокого человека, напомню, составляет 563 евро. Но с новыми правилами получить эти деньги без выполнения условий станет значительно сложнее. Как же изменятся правила игры для тех, кто получает помощь? Главное новшество – это потеря финансовой автономии в вопросах аренды для нарушителей. Если человек попадает под штрафные санкции, например, за пропуск встречи в Джоб-центр, государство включает механизм прямой оплаты. В этом случае деньги на жилье больше не приходят на карту получателя, они перечисляются напрямую владельцу квартиры. На первый взгляд это кажется жестким, но у правительства есть прагматичный аргумент. Так гарантируется, что человек не окажется на улице из-за долгов. Это своего рода страховка от выселения, которая вводится одновременно с сокращением личных выплат. Кроме того, канцлер Фридрих Мерц допустил, что в рамках реформы могут быть введены более строгие лимиты на площадь жилья и общую стоимость аренды для тех, кто долго зависит от государства. А теперь заглянем в кошелек. Несмотря на громкие споры о реформе, базовые ставки, так называемые Регельсатz, остаются на прежнем уровне. На сегодняшний день цифры такие: 563 евро в месяц, одинокий человек или родитель-одиночка, чистые деньги на руки, страхование и жилье оплачивается отдельно. 506 евро на каждого из супругов при совместном проживании. Для детей выплаты зависят от возраста от 357 до 451 евро. Кроме того, с января 2026 года выросло, вы знаете, отдельное пособие на ребенка Kindergeld. Теперь оно составляет 259 евро в месяц. Важно понимать контекст. Последний раз эти суммы индексировались в 2024 году, когда выплаты выросли на 12%. Сейчас же правительство делает ставку на экономию. По оценкам властей, переход к новому базовому обеспечению с июля 2026 года позволит сэкономить от 1 до 2 миллиардов евро в год. И эта экономия будет достигнута не за счет снижения ставок, а именно за счет системы санкций и более строгого отбора, кто может работать, но не хочет. Чтобы понять масштаб реформы, которая стартует в июле 2026 года, взглянем на сухую, но впечатляющую статистику. Сегодня система социальной помощи в Германии охватывает около 5,5 миллионов человек. Но не спешите вешать ярлыки, этот список неоднороден. Во-первых, почти 800 тысяч человек, так называемые Ауфштокер, это работающие люди, чьих зарплат просто не хватает на базовые нужды из-за высокой инфляции и стоимости жилья. Во-вторых, огромная часть, 1 миллион 800 тысяч, это дети и подростки, зависящие, как вы понимаете, от статуса своих родителей.
Важно также помнить иерархию немецкой поддержки. Когда человек теряет работу, он сначала получает Arbeitslosengeld I, страховые выплаты примерно 2/3 от прошлой чистой зарплаты, которые могут идти до 2 лет. Только если за это время новое место не найдено, человек опускается на уровень базовой социальной помощи. Именно этот последний рубеж подвергается теперь жесткой ревизии. Особое внимание в Бундестаге уделили тому факту, что почти половина всех получателей помощи, 48% это иностранцы. В эту группу входят сотни тысяч украинцев, приехавшие после 2022 года. Долгое время для них действовал упрощенный режим, они получали бюргергельд практически сразу, минуя те бюрократические барьеры. Однако с приходом новой системы базового обеспечения правила меняются для всех без исключения. Для украинцев это значит одно – время пассивного ожидания закончилось. Каждый шаг, будь то посещение языковых курсов, программы интеграции или переквалификации, теперь под строгим контролем Джоб-центр. Любой пропуск встречи или отказ от предложенного обучения может привести к мгновенной потере 30% вашего бюджета, а при повторном нарушении к полной остановке выплат. В условиях нынешнего курса под руководством Фридриха Мерца интеграция через труд становится не пожеланием, а обязательным условием выживания в немецкой социальной системе. Но пока правительство закручивает гайки в системе пособий для безработных, еще более жаркие споры разгораются вокруг тех, кто десятилетиями платил взносы в государственную казну. В Германии снова заговорили о самом болезненном вопросе – повышении пенсионного возраста, и на этот раз планки в 70 лет из теоретических дискуссий перекочевали в реальные политические планы. Нужно признать, пенсионная система страны находится под колоссальным финансовым давлением. Демографическая кривая неумолима, число пенсионеров растет, в то время как количество работающих граждан, чьи взносы питают систему, просто не успевает. Ситуацию усугубляет и общая экономическая нестабильность, поступления становятся все менее предсказуемыми, правительство под руководством Фридриха Мерца уже создало специальную экспертную комиссию Рентер-комиссион, чтобы подготовить радикальный план спасения бюджета к лету 2026 года. Идея пенсии в 70 – это не просто пугалка, а один из главных сценариев на столе у политиков. Сейчас в Германии идет постепенный переход к планке в 67 лет, но влиятельные круги блока ХДС-ХСС, ЦДУ, ЦСУ настаивают, что этого недостаточно. Министр экономики Катарина Райхи недавно открыто поддержала дискуссию, заявив, что при нынешней продолжительности жизни работать дольше – это просто математическая необходимость. Однако статистика рисует совсем иную картину. Средний фактический возраст выхода на пенсию сегодня составляет всего 64 года и 4 месяца. Люди уходят с рынка труда раньше положенного не от хорошей жизни, а из-за выгорания или проблем со здоровьем. Социальные организации уже встали на тропу информационной войны. Йоахим Рок из объединения Paritätischer Wohlfahrtsverband называет эти предложения абсолютно оторванными от реальности. Он задает логичный вопрос: как плиточник, медсестра или водитель грузовика физически могут выполнять свои обязанности в 70 лет? Критики подчеркивают, при средней пенсии чуть более 1100 евро в месяц такое повышение возраста – это скрытое сокращение выплат. Те, кто не дотянет до новой границы по состоянию здоровья, будут вынуждены уходить на пенсию с огромными штрафными вычетами, что фактически превращает старость в борьбу за выживание. Аргументы против повышения пенсионного возраста до 70 лет звучат все громче и опираются на практику рынка труда. Эксперты указывают на простой факт: с возрастом нагрузка на здоровье растет, и далеко не все профессии позволяют сохранять прежний темп работы до таких границ. Особую тревогу вызывает влиятельный социальный союз ВДК. Его президент Верена Бентеле указывает на так называемый возрастной барьер. По ее словам, после 55 лет шансы найти новую стабильную работу заметно снижаются. Если человек в этом возрасте теряет место, период поиска может затянуться, и возникает ситуация, когда до пенсии еще далеко, а возможность вернуться в занятость ограничена. В итоге формальное повышение пенсионного возраста может привести к длительным периодам без работы для пожилых.
Работать становится сложнее, а до пенсии по возрасту еще остается время. Но есть ли другой путь, кроме простого повышения цифр в законе? Социальные организации и эксперты предлагают Фридриху Мерцу альтернативный пакет мер. Во-первых, это развитие системы профилактики и реабилитации прямо на рабочих местах, чтобы люди могли сохранять трудоспособность дольше. Во-вторых, создание гибких моделей занятости, например, постепенное снижение нагрузки для сотрудников старше 60 лет без резкого падения дохода. Более того, Союз ФАО-ДК настаивает на пересмотре архитектуры системы. Одно из обсуждаемых предложений – это включение в общую пенсионную кассу госслужащих, так называемых беамте и самозанятых. Сейчас эти группы живут по своим правилам, но их участие могло бы существенно увеличить поступление в систему. Йоахим Рок из объединения Паритетишер подводит итог: настоящая реформа должна защищать человека от бедности в старости, а не сводиться только к вопросам экономии. По его мнению, устойчивая пенсионная система – это та, которая гарантирует достойный уровень жизни и учитывает реальные возможности людей. Вопрос лишь в том, услышат ли эти призывы в правительстве к июлю 2026 года, когда пенсионная комиссия должна представить свой финальный вердикт. Пока пенсионная система и социальные службы Германии ищут баланс между экономией и поддержкой, страна продолжает держать открытыми двери для тех, чьи предки когда-то покинули немецкую землю. Речь идет о программе репатриации Spätaussiedler или статусе поздних переселенцев. Если в вашей семейной истории есть бабушка или дедушка немцы, это может стать вашим золотым билетом к немецкому паспорту, но правила игры здесь крайне строги. Давайте разберем по пунктам, соответствуете ли вы жестким критериям БФА, Федерального административного ведомства. Во-первых, действует возрастной центр. Вы должны быть рождены до 1 января 1993 года. Во-вторых, ваша генеалогическая ветвь должна четко уходить к немецким предкам в пределах 3 поколений, до прадеда включительно. Ключевая дата здесь 8 мая 1945 года. Именно на тот момент ваш предок должен был проживать на территории Советского Союза. Единственное послабление сделано для жертв насильственного переселения, для них сроки расширены до 31 марта 1952 года. В-третьих, декларация национальности. Вы обязаны не просто чувствовать себя немцем, а документально доказать свои корни и владеть немецким на уровне не ниже B1, B1. Причем важно, чтобы вы проживали на территории бывшего СССР с самого рождения. Здесь кроется главная ловушка. Если вы уже успели эмигрировать, например, в Польшу или Грузию и подаете документы оттуда, шансы получить одобрение стремятся к нулю. Ведомство сочтет, что вы уже сменили место жительства, а так называемое заветное приглашение Aufnahmebescheid вы не получите. Если решили пройти этот путь, ваш главный союзник – это архивные папки. Собирайте все от свидетельства о рождении, браке и смерти, где в графе национальность четко указана «немец», до церковных выписок о крещении или конфирмации. Особую ценность имеют справки о репрессиях по национальному признаку. В Германии это считается весомым доказательством принадлежности к народу. Даже старый военный билет деда с немецкой фамилией может стать решающим аргументом в вашем деле. Помните, бюрократическая машина в Кёльне не верит словам, она верит только пожелтевшим страницам официальных документов. Если ваши документы собраны, пора переходить к главному этапу – заполнению официальных формуляров. Все общение с немецким государством сегодня идет через сайт Федерального административного ведомства БФА. Вам нужно найти раздел Spätaussiedler и скачать ключевые бланки, основное заявление Антрах, а также подробную анкету о вашей национальной принадлежности. Будьте готовы к тому, что от вас потребует составить подробную автобиографию на немецком языке. Это не просто список дат, а рассказ о том, как в вашей семье сохранялись немецкие традиции. Если у вас уже есть сертификат уровня B1, B1 от Гёте-института, это огромный плюс. Если нет, ведомство может пригласить вас на Sprach-тест, очное собеседование в консульстве, где чиновники проверят не только ваши знания, но и диалект, на котором говорили в вашей семье. Пакет документов на саму семью должен быть безупречным: загранпаспорта, внутренние документы, свидетельства о браке и рождении детей.
Важно, чтобы каждый член семьи, который едет с вами, выразил свое письменное согласие. Не забудьте про справки об отсутствии судимости, военные билеты и дипломы об образовании. Германия очень внимательно изучает ваш профессиональный бэкграунд, чтобы понимать, как быстро вы сможете выйти на рынок труда. Когда папка с документами отправлена в Кёльн, наступает период великого ожидания. Рассмотрение заявки может длиться от полугода до 2 лет. Но если вы получите заветный Aufnahmebescheid уведомление о приеме, считайте, что полдела сделано. Вы въезжаете в страну уже в статусе полноправного гражданина Германии. По прибытии вас ждет регистрация по месту жительства и обязательные курсы интеграции. Но главное, государство не ставит вас один на один с новой реальностью. Для поздних переселенцев предусмотрены специальные программы помощи в трудоустройстве, переобучении и изучении языка. Это длительный и непростой путь, но для многих он становится возвращением к своим истинным корням. На этом у меня пока все. Спасибо каждому из вас, что были со мной все это время.